Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень красивого лоскутного полотна. Оно очень яркое, а также имеет очень широкий спектр применения. Все покажу подробно и доступно. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива я подготовила вот такие небольшие остатки, обрезки абсолютно разной ткани. Единственное, что я их изначально заранее проутюжила, подготовила к раскрою, а также я брала ткани, которые имеют принт. Также нам понадобится линейка, которая имеет круги. Если у вас такой линейки нет, тогда можно сделать просто шаблон с помощью циркуля абсолютно любого диаметра, которого вы захотите. Также в качестве шаблона можно использовать абсолютно любой предмет, такой как, например, любая монета. Также подойдут абсолютно любые крышки, либо же колпачки от чего угодно. В общем, определяемся с диаметром и приступаем к раскрою. Я вам сказала, что я выбирала ткани с принтом для того, чтобы когда я буду выкраивать круги, я видела, какая часть принта попадает у меня в мой кружочек. Таким образом, каждый принт можно вырезать по-разному и выглядеть каждый кружочек будет индивидуально. Разметку я делаю ручкой «Пиши, стирай», которая исчезает от горячего. И на некоторых тканях очень удобно делать разметку с изнаночной стороны, все видно и удобно вырезать. Но как быть, когда вот такие лоскуты, то есть темная ткань, и эту ручку практически не видно? В этом случае мне на помощь приходят вот такие обычные гелевые ручки, которые продаются в обычных канцелярских магазинах. Белый, серый, золотой, и эти три цвета прекрасно видны на темных тканях. Сейчас покажу более наглядно. Смотрите, вот тут еще не видно, но сейчас я сделаю разметку и покажу. Вот тут я увеличила и поближе, смотрите, все прекрасно видно. Удобно как с изнанки, так и с лицевой стороны. Далее эти кружочки я вырезаю и делаю их такое количество, которого мне хватит на мое задуманное полотно. Также я измеряю, смотрите, готовый свой кружочек. У меня 2,2 сантиметра. Это важно. От этого зависит то, как мы будем делать разметку на фоне. После того, как вы нарезали нужное количество кружочков, нужно подготовить основу, то есть фон. И самый лучший способ – это способ подбора. Сейчас вам покажу. Я готовлю сразу несколько отрезов однотонной ткани, которой мне будет достаточно для моих размеров полотна. И далее беру свои кружочки и просто выкладываю на каждый из однотонных цветов. Только таким образом, когда вам будет с чем сравнить, вы точно поймете, какой вариант вам больше нравится. Более яркий или более спокойный, светлый или более темный. И также сразу я подбираю материал, которым буду делать покрытие. Покрывать можно фатином, евросеткой, органзой, полупрозрачными любыми тканями. Я буду покрывать фатином, это мягкий фатин, также его называют евросетка в некоторых магазинах. И хочу вам наглядно показать, что не только от фона зависит конечный результат, но и от того, чем его покрыть. Смотрите, сейчас вы видите покрытие белым фатином. Вот такие цвета, вот такие оттенки получаются. Следующим я вам покажу, как будет выглядеть, если покрыть черным фатином. И вы видите, сразу же меняется оттенок не только фона, но и самих лоскутов, то есть кружочков. Ну и третий вариант, вот такой бежевый, либо же телесный фатин. Вот так выглядит. Сегодня в работе я выбрала использовать именно белый фатин. Ну а вы выбираете то, что больше нравится вам. Ну а для фона, как вы уже понимаете, я выбрала желтую ткань. И так как она у меня достаточно рыхлая, вот я смотрю по волокнам, то я
ее проклеиваю обычным швейным флизелином. Обязательно ли это делать? В принципе нет. Но для того, чтобы стабилизировать ткань, если она слишком тонкая, либо же слишком рыхлая, я это делаю. Итак, фон основы у меня готова, я ее проклеила. Также на лоскуте у меня присутствует кромка, сразу я ее срезать не стала, я это сделаю потом. Сейчас на этой основе я буду делать разметку. Я ее делаю с помощью ручки «Пиши-стирай», которая исчезает от горячего. Вы же можете воспользоваться тем, к чему привыкли вы. Расстояние от одной линии к другой у меня 2,5 сантиметра, и это потому, что размер моего круга 2,2 сантиметра. То есть я прибавила 3 миллиметра на зазор. Этого более чем достаточно. У вас размеры круга могут отличаться от моих, поэтому просто к величине вашего круга добавляйте от 2 максимум до 4 миллиметров. Это на зазор. Разметку в одну сторону я сделала, теперь переворачиваю и точно так же делаю в другую сторону для того, чтобы получить квадраты. Разметку я закончила, вот так она выглядит. Итак, верхний слой это моя проклеенная ткань с разметкой. Далее у меня поролон мебельный 0,5 сантиметров толщиной. Его также можно заменить на любой утеплитель. И я покажу, как выглядит полотно, когда оно на утеплителе без поролона. И внизу у меня такая же ткань, как и вверху. У вас может быть абсолютно любая другая, которую вы выберете для подкладки. И она у меня лежит лицом к столу. Также я ее не проклеивала. Теперь покажу поближе, как это должно выглядеть. Вот моя клеточка, квадратик, который я сделала разметку. И вот мой кружочек. Смотрите, и он находится в квадрате с зазором с каждой стороны. То есть он линий не касается. Вот тут с каждой стороны, видите, есть промежуток. И это правильно, так должно быть. Когда мы будем пришивать, мы будем шить четко по намеченным линиям. И наши кружочки будут хорошо, плотно зафиксированы и красиво будут смотреться. Ну а теперь все круги я выкладываю по ячейкам. Стараюсь следить за тем, что если у меня, например, есть 2-3 одинаковых кружочка, чтобы они не располагались близко друг к другу. Также смотрю по цветовой гамме, чтобы не были там, ну, например, 2 синих или 2 красных прям совсем рядышком друг с другом. Ну, то есть стараюсь миксовать. Именно поэтому я вот так хаотично их раскладываю. То есть изначально я начала с центра так вот продвигаться, а потом поняла, что мне быстрее вот таким образом хаотично их располагать. И, кстати, если у вас недостаточно обрезков, остатков для того, чтобы вырезать такое количество разных кружочков из принтованной ткани, вы также можете использовать и однотонные ткани. Я однотонный проект в такой технике также планирую. Это будут не кружочки, но я покажу, как это выглядит, как это сочетать. Мастер-класс обязательно будет, поэтому если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые идеи. И после того, как все кружочки на своих местах, мне остается покрыть фатином. И также я скалываю портновскими булавками. По периметру скалываю достаточно часто. В центре буквально несколько булавок для того, чтобы зафиксировать. Так как я буду шить на швейной машинке, которая утоплена в столе, и полотно у меня будет полностью в горизонтальном положении, то есть оно не будет свисать ни в одну, ни во вторую сторону, мне этого достаточно. Если же вы шьете на бытовой машинке, которая стоит на столе, тогда у вас должно быть либо больше портновских булавок, либо также вы можете воспользоваться клеем. Нитки можно взять абсолютно любого контрастного цвета, либо же, как в моем случае, я подобрала нитки в цвет моей основы. Прошивать буду обычной прямой строчкой, длина стежка 3 миллиметра. И начинаю я с самой первой линии, которая есть у меня на разметке, вот прям с уголочка. Обязательно в начале и в конце делаю закрепку.
Тут прошить очень легко, так как двигаюсь я по намеченной линии. Также, если у меня по пути следования строчки, вот сейчас я подхожу и понимаю, что я могу иглой зацепить кружочек. Я его беру вот так и пододвигаю. Под сеткой это сделать очень легко. И когда я шила в подобной технике, мне писали, почему же я не пользуюсь клеем. Во-первых, я уже сказала, что у меня машинка втоплена, и у меня просто нет надобности. Поправить этот элемент занимает ровно 1 секунду, а приклеить каждый кружочек будет намного дольше. Именно поэтому я просто не трачу время зря. Даже сейчас, когда у меня стоит камера, чтобы вам хорошо было видно, мне закрывает она обзор, когда я шью, но тем не менее, даже вот сейчас с левой стороны у меня сместились кружочки, и я их поправлю буквально за 2 секунды. Смотрите, раз, два, все на своих местах. Поэтому, конечно же, каждый шьет как ему больше нравится и как ему удобно. Ну и на этом я не вижу смысла делать слишком длинные видео. Дальше все действия повторяются. Я дошла до конца и также продолжаю следующий ряд. Поправляю по ходу шитья то, что мне мешает. И также делаю строчку по намеченным линиям. Сначала все в одну сторону и затем покажу, что должно получиться. Вот такой результат. На этом этапе у меня уже никаких булавок нет, я их все сняла, все кружочки прекрасно зафиксированы даже на этом этапе, но тем не менее еще нужно сделать такие же строчки, но в обратную сторону, и у нас получится квадратики. Кстати, не обязательно начинать шить от края. Можно начать шить с любой намеченной линии от центра к краям в одну сторону, затем в другую. Тут как вам больше нравится. Мне удобнее именно так. Вот так выглядит мое полотно. И сейчас самое время убрать разметку. Сделать это очень легко. Провожу утюгом горячим, либо же с паром, и разметка исчезает. Знаю, что некоторые из таких ручек проявляются на холоде, но прежде чем делать разметку, любую ручку я тестирую, поэтому мне не страшно их использовать. Я знаю, что они точно не проявятся. Ну что ж, полотно выглядит мое вот так. Края я выровняла и срезала лишнее. Теперь хочу вам показать его поближе, а также показать свой образец. Кстати, вот так выглядит изнанка, все ровно, красиво, без защипов. И хочу показать свой образец, который делала на голубом фоне и покрывала черной сеткой. Смотрите, казалось бы, одна и та же техника, одни и те же размеры кружочков, но, по-моему, выглядит абсолютно по-другому. Я не могу сказать что-то хуже, что-то лучше, просто по-другому. Также обещала вам показать, как отличается стежка на поролоне от стежки на утеплителе. А отличаются они, конечно же, тем, что они по-разному держат форму, также разный объем. Смотрите, там, где поролон, это желтое полотно, которое было в сегодняшнем мастер-классе, он прям отлично держит форму. Там, где утеплитель, он тоже держит форму. Не могу сказать, что он прям совсем не держит. Нет, держит, но хуже. Плюс объем, конечно же, он разный. И у поролона объем больше. Сказать, что он прям в 2 раза больше, я не могу. Сейчас постараюсь показать вам максимально близко для наглядности. Думаю, разница вам видна. Кстати, возможно, полотно с марками вы не видели. На него есть подробный мастер-класс. Для тех, кто не видел или пропустил, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Из полотна с марками я сразу же шила накидку на швейную машинку. Также я его использую как подставку под швейную машинку. Ну а из вот этого желтого нового полотна, которое я вам показала сегодня в мастер-классе, я буду шить абсолютно другое изделие. Конечно, это не точно,
Потому что я человек творческий, могу передумать за 1 секунду и сшить, например, косметичку либо сумку, но когда я изначально шила это полотно, я задумывала его как органайзер. Смотрите, немножко он идет выше и уже. Почему? Потому что вот этот джинсовый мой любимый органайзер, в него не входит вот этот держатель для схем. А я ним часто пользуюсь. И смотрите, несмотря на то, что кажется, что должен влезть, но по факту на практике нет, не влазит. Ни в этот карман не влазит, ни также у меня еще есть вот этот, сюда тоже он не влазит. Туда влазят тетрадки, альбомы, но не мой держатель, а он мне нужен под рукой. Поэтому я решила сшить новый органайзер, и именно поэтому я его делала выше. И, соответственно, уже, потому что такой широкий мне был не нужен. Теперь также я еще здесь хочу использовать, попробовать. Это не обязательно, но посмотрев на его размеры, посмотрев на его вид, понимаю, что возможно сюда еще войдет вот эта линеечка моя. Я не также очень часто пользуюсь. Ну, по идее, должна войти. И вот этот коврик. Также мой любимчик. И вот такой у него размер. Опять же, впритык. Но если постараться, то все возможно. Поэтому на сию секунду вот такие планы. Но, повторюсь, они могут измениться в любом случае. Что бы я ни сшила, обязательно вам покажу. Это полотно на самом деле можно использовать в абсолютно любых изделиях. И я могла бы словами вам перечислять большое количество разных изделий, но, как говорится, лучше один раз увидеть, нежели 100 раз услышать. И поэтому на своих экранах сейчас вы видите, что ни на есть самую настоящую визуализацию, как это полотно могло бы выглядеть в том или ином изделии. Эти изделия шила не я или не кто-либо другой. Эти картинки созданы искусственным интеллектом, за что ему спасибо. Я обожаю пользоваться всеми благами цивилизации и считаю, что искусственный интеллект — это огромный помощник для творческих людей, особенно в периоды застоя или выгорания. И на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также обязательно в комментариях пишите, какое из изделий на этих картинках вам понравилось больше всего. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Также хочу пожелать вам, чтобы ваше вдохновение вас никогда не покидало. Ну и на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.